Канал «Мир на блюдечке» находится сейчас в Приакан, Кампон Свай. Это самый большой древний город из когда-либо найденных на территории Камбоджи, площадью 23 квадратных километра. Вот, посмотрите. Вот он, этот город. Окружен, кстати, интересно, двойной стеной, а еще и двойным рвом. Очень необычно для Камбоджи, такое нигде больше не встречается. Ну и в центре находится тот самый комплекс. Вот он здесь маленький совсем, а на самом деле он гигантский. Тот самый комплекс, куда мы сейчас отправимся. Вот его план. Вот так вот он выглядит. Окружен крепостной стеной, и внутри тоже еще есть стена, которая окружает центральное здание. Ну что, пойдемте. Кто не смотрел предыдущие ролики, всем советую посмотреть, потому что там я много рассказываю об этом городе. Ну, вкратце, 23 квадратных километра находится в камбоджийской глубинке. Очень-очень далеко. Добираться сюда сложно. Ну вот я 67 километров от отеля сюда ехал сегодня утром, потому что это ближайший более-менее приличный отель к этому месту. Здесь можно остановиться, но только исключительно в homestay, то есть проживание в семье, ну, не очень комфортно. Все-таки лучше я лишний час на мотобайке проеду, но ночевать буду в своем номере в отеле. Человек такой. Давайте сразу подойдем к Нагу. Здесь у нас все очень похоже на Анкор. Такой же стиль, естественно, стиль примерно 12 века. Интересный Наг. А вот такого Нага я никогда не видел. Посмотрите. Это я сейчас с задней стороны. Вот эта вот выступающая часть я нигде не встречал. Ни на одном Наге. Сколько тут вообще его голов-то? Смотрите, здесь внизу еще 3 головы. Там 1, 2, 3, 4, 5, 6, там 7, 8. Ну, я не знаю, сколько тут было голов. Давайте посмотрим, что у нас с этой стороны. Да, а тут у нас Гаруда верхом на Наге. Я не знаю, видно ли что-то. Засвечивается все из-за яркого неба. Вот это Гаруда. Вот, и он верхом на Наге. Но это тоже стандартный сюжет, который мы видим в храмах, датируемых XII веком в Анкоре. Кстати, реставрация здесь кое-какая уже происходила, незначительная. Вот это свежий блок. Не очень хорошо. Не люблю я такую реставрацию. Ух ты, капитель. Колонны мощная какая. Вот это да. Вот это да. Да, но здесь такие приличные блоки-то валяются, ребят. Очень приличные. Причем это не целые блоки, это их обломки всего лишь навсего. Вот как этот, например. Забавно. Давайте посмотрим, что еще здесь. Вот такой не очень замысловатый декор, прямо скажем. Это тело Нага. Тело Нага, то есть вот тут у нас была балюстрада по краю моста, который, видите, обвалился. А здесь очень много красных кхмеров было в этой области, ну потому что область была практически незаселенная, недоступная. И еще в начале 2000-х сюда было опасно приезжать. Ну, в общем, водители только вооруженные сюда ездили. Вот настолько здесь было опасно, представьте себе. Ворота очень похожи на ворота в город Анкор-Том. Посмотрите, у меня много видео на канале, посвященных этому городу. Просто плейлист откройте, Анкор-Том, и там увидите несколько видео. А я там вижу какой-то барельеф, но я как туда попаду? Давайте я лучше обойду, я не хочу через святилище идти. Еще что-нибудь сковырну. Так, тут мы видим... Видите, желоба. Желоба, которые проездили телеги, очевидно. Да, этот город, Приакан, Кампон Свай, это был центр металлургии. Об этом пишут везде в туристических проспектах. Но не говорят о том, что самые ранние следы металлургии
здесь, на этой территории, это 13 век. А 13 век – это уже упадок Анкора, это уже когда кхмеры покинули эти места. И на их место пришел другой народ, народ Куай, который вообще-то считается автохтонным населением Камбоджи. То есть они здесь жили до кхмеров. Ну, примерно, по-моему, около 5000 лет назад, что-то такое. Кхмеры пришли позже. И очень интересные такие были миграции, да, сначала Куай здесь жили, но они тоже сюда пришли когда-то с севера, опять же, с территории Китая. Потом они ушли опять же на север, когда пришли кхмеры. А когда отсюда ушли кхмеры, они снова сюда вернулись и до сих пор здесь живут. То есть все местное население в округе, ну не все, конечно, это я уже загнул, тут много приезжих, но большинство местного населения это как раз Куай. И этот народ Куай, он как раз и славится тем, что он выплавлял железо. Вот это стена из латерита, да, к которой я подошел, которая окружает это центральное святилище. Я думаю, мы долго туда будем идти. На мотобайке меня сюда, естественно, не пустили. Хоть я и вообще единственный турист, очевидно, за сегодня здесь буду. Здесь не бывает туристов, потому что добираться сюда долго, дорого. Потому что далеко. То есть по прямой вообще существует древняя королевская дорога. Она идет от комплекса Бен-Мелея до Преакан-Кампон-Свай. Дорога там, по-моему, километров, я не буду врать, может быть 90, может быть 60. В общем, дорога, конечно, довольно-таки короткая, но проехать по ней сейчас, в середине ноября, практически нереально, потому что она настолько размыта, а я на 4 дня уехал в экспедицию. Соответственно, у меня с собой довольно-таки много вещей. Рюкзак с аппаратурой, рюкзак с вещами. Вот, то я по той дороге ехать не рискнул, но я по ней обязательно проеду. Там очень много самых разных объектов расположено. Пока едешь, там замучаешься снимать. Ну, вот я здесь внутри, куда я хотел попасть. Вот, смотрите на эту кладку. Ну вот еще скажите, что это не древняя высокоразвитая цивилизация, да? Если они вот так умело обращались с такими большими каменными блоками, ну, конечно, древним неграмотным людям заняться было нечем, да, они вот строили вот такие гигантские комплексы. Вот старый замыленный барельеф, который когда-то был прекрасен. Ну, кстати, я смотрю на него неправильно, вот правильно. А правильно мы здесь видим калу. Кала – это символ времени. На камбоджийских барельефах часто изображается внизу по центру. И сверху сидит какое-то божество. Будда, Индра. Тут уже нам не понять. Ну, официально это был индуистско-буддийский комплекс. Ну, вы же понимаете, да, что мы не можем этого ничего утверждать. Да и вообще, дескать, жили в хижинах бамбуковых, а богам строили вот такие фантастические здания. Не, ну, окей, можно все предположить. Но меня терзают смутные сомнения. Да, чувствую, я тут пару часов, наверное, проведу. Слишком большой комплекс. Мы идем по земле, но на самом деле, конечно, тут было везде каменное покрытие. И свидетельство этому, вот я мимо прошел, вот торчат куски каменных плит из земли. То есть надо мысленно убрать вообще все, что мы видим. Да? Это был огромный развитый город с непонятно какими зданиями здесь. Еще говорят, знаете, вот здания были деревянные. Но это не факт, далеко не факт, потому что вполне возможно, что здания были
и, допустим, кирпичные, да, и они сейчас просто находятся под землей. Здесь в Камбодже огромный засып. Местами там, не знаю, надо на 10 метров вглубь копать, чтобы докопаться до нужного слоя. Ну, тут у нас опять блоки латерита. То есть тут дорога, очевидно, уже была из латерита. Вот эта часть вполне возможно. Да, тут серьезный комплекс. Вон там и слева я смотрю какие-то здания. И прямо. Просто чудеса. Вот, это была облицовка дороги. Вот тут шла дорога, да. И вот с этой стороны какая-то облицовка сохранилась. Очевидно. Вот тут мы встречаем Дхармасалу. Дхармасала называются подобные здания. Они выглядят все довольно-таки одинаково. Предназначение никто не знает, но предполагает, что это был дом для путников. Ну, по крайней мере, на стелах об этом пишут. Но тут видите как. Может быть, его и использовали как дом для путников впоследствии. Но когда его строили, скорее всего, он имел другое предназначение. Ну, не знаю, попадем внутрь или нет. Сейчас. Просто вы увидите, насколько там внутри тесно. Думаю, для каких путников? Что же они там в повалку лежали? Или там у них один путник в неделю приходил? Не, мы тут не попадем. Тут все перекрыто. Чем мне этот комплекс нравится? Тем, что туристов нет, никого нет. Все охранники сидят на входе. Можно ползать где угодно. Обойти мы не сможем. Там болото какое-то. Вот, видите, основание. Это все стоит на основании, не знаю из чего, из латерита или чего, вот это все засып. Ну и основание, понятное дело, там еще 2 метра, наверное, надо вниз копать. Ну, 1,5, может быть. Да. Просто фантастика. Ну что ж, придется сюда приехать еще раз. Очевидно, снимать, потому что я боюсь, что я сегодня не смогу все охватить. Балясины, если я так их буду датировать грубо, то это примерно 11 век, скорее всего. Ранний 12-11 век, ну, отталкиваясь от официальной хронологии. Ну да, нет, 12-м тут и не пахнет. Вот эти широкие кольца между узкими, да, они указывают на более раннее происхождение. В Ангкор-Вате балясины выглядят примерно вот так. А это вы видите, эти отличаются. Видите разницу? Очень сильно отличаются. Ну, наметанным взглядом, если посмотреть. Вот он, постамент. Так, тут у нас только лишь верхний слой песчаника. Да, тут еще точно совершенно 1,5-2 метра внизу. Потому что там, скорее всего, латерит в основании лежит. Латерит в основании лежит. Все-таки попадем внутрь-то или нет? Здесь попадем. Ну, видите, тут как раз пролом есть. Надо было сразу сюда идти. Дхармасала. Да, сала это зал, кстати. На кхмерском. Ой, не на кхмерском, простите. На санскрите, конечно же. Вот. Вот оно, внутреннее помещение. Кстати, очень интересно. Подождите. Стены наклонены. И так задумано, судя по всему. Посмотрите, очень сильный наклон стен. И, судя по всему, так и задумано. Потому что мы видим, как здесь крыша, в общем-то, идеально сомкнулась. Да? 2 ряда, это консольная кладка. Так называемая ложная арка. Настоящих арок в Камбодже не встречается, не было их. Были только вот такие ложные. И посмотрите, она аккуратненько вот там наверху встречается, но при этом стены прям наклонены под довольно-таки сильным углом. И здесь, и здесь. Вот это загадка. Вот это загадка. Ну, здесь, конечно, еще
тоже где-то метр засыпа как минимум. Вот посмотрите, это окно, да, и где-то метр должен быть еще от пола. То есть тут никто не раскапывал. Ну, тут французы занимались в первой половине 20 века. Потом вот был долгий перерыв на гражданскую войну. И снова начали заниматься этим городом только лишь, ну, я не знаю, 10-15 лет назад, наверное, вот так более-менее активно стали его изучать. Да, я никогда не видел таких наклонных стен, это что-то новенькое. Вот чем мне нравится Камбоджа: сотни, тысячи зданий. В каждом здании ты всегда находишь что-то, чего ты не видел в предыдущих зданиях. Какой-то архитектурный момент или там какой-то барельеф неожиданный. Упс, вылез. Слышу голоса. Ну это местные работники, судя по всему. Это не туристы. Мне просто интересно, я сегодня хоть одного туриста встречу. Так, а там мы видим еще одно какое-то здание. Состай. Пройдем ли мы к нему? Какая-то болотистая почва. Фу, друзья, пока я сюда добрался, я так дико замерз, потому что здесь, в этой камбоджийской глуши, довольно холодно. Но тут и местность такая приподнятая. Когда сюда ехал, я заметил, что все время как-то наверх едем. И вот сегодня утром это было так холодно, несмотря на шерстяной свитер, я промерз просто до основания. И сейчас только начинаю оттаивать. Сейчас примерно где-то 10 утра, только начинаю оттаивать. Да, это уже интересно. Смотрите, какой комплекс. Так это уже попахивает X веком, очень сильно похоже на недострой X века. Но это недострой типичный, вы это видите, да? Также я вижу, что тут опять реставраторы уже поработали. Это новый блок, ребят. Это новый блок. Ну вот это, конечно, выглядит так же, как на храмах, которые датируются X веком, которые находятся в районе Коке. Ну, также, кстати, и на некотором расстоянии от Сием-Репа есть похожие храмы. Кстати, Коке, посмотрите обязательно видео. У меня их много на канале. Это тоже фантастический город совершенно. Там, где находится пирамида смерти, огромные лингамы. Вот посмотрите обязательно плейлист. Откройте Коке и там увидите. Слушайте, а может это не новый блок? Да не может быть. Это не новый блок. Вот это блок не новый. Давайте вернемся к тому. Может, я просто затупил. Может, я затупил. Вот этот блок-то. Ну, нет, мне кажется, что это новый. Но следы такие же, как и на старом практически. Ну, вот эти следы интересные, да? Вот. Здесь видим не сплошные линии, а как будто какое-то зубчатое колесико вот так прошлось, да? Трум, трум, трум. Очень странно. Ну, мы внутрь-то зайдем, да. Тут у нас из латерита пристройка, а изначальная постройка из песчаника. Вот эта большая башня, которую мы храмом даже не будем называть. О. Да, вот это центральное помещение с толстыми стенами, с изумительной кладкой, конечно, как обычно. О, крыша обвалилась давным-давно, блоки валяются внизу, наверное, да? Не знаю, тут, по идее, надо копать и смотреть, что там еще внизу есть. Но на это мало денег выделяется, к сожалению. Вообще это не Камбоджи касается, это касается всего мира. На археологию выделяют мало денег. Ну и тут пристройка у нас идет из латерита. Из этого мягкого камня при добыче, но после добычи он становится
очень твердым. Очень твердый, прям железо. Какой-то кубик лежит. Тоже с интересными следами. Посмотрите, как все исчиркано. Как вам такое? Ну, здесь заложена стена. Здесь, очевидно, разобрали. Тоже было заложено, судя по всему. Наверное, разобрали. Это все еще за забором, видите, за таким мощным каменным забором находилось. Что они тут прятали друг от друга? То есть мы находимся на территории, которая окружена мощным забором. Внутри мы видим вот эти вот каменные здания, которые тоже окружены мощным забором. А вот этот забор уже от кого? От жителей этого города? Что все так плохо было с криминалом? Вот это замок, посмотрите. Вот они, эти хитрые замки древних строителей. Посмотрите, тут не одинаковая высота по всей длине. То есть тут он довольно-таки высоко выступает, примерно миллиметра 4. А здесь уходит в ноль. Хитрейшие замки. Хитрейшие замки в наше время повторить нереально. Я думаю, даже с помощью компьютерных технологий вряд ли вы добьетесь того результата, которого добивались древние. Вот какой-то декор на камне. Давайте обойдем эту конструкцию. Да, меня этот блок прям очень смущает. Я не верю, что реставраторы его туда загнали. Выглядит он как новый. Может, они чистили? Но для какой цели? Да, плюс он еще и эродирован. Где патина? Вот эрозия, видите? И она не свежая. И следы-то как раз похожие на древние. Но почему он такого цвета? Вот это меня смутило. Фу. Надо искать сведения о реставрации, потому что... А как? То есть только из-за цвета я предположил, что он новый, а по всем остальным признакам он совсем не новый. Но почему нет патины? Ну, кстати, вот эта черная патина, которую мы часто видим на песчанике, это следы выхода солей марганца. И не только на песчанике, на латерите тоже. Если вот черные мы видим, ну, это не совсем черное, это так, темно-коричневое. А бывает прям черный-черный. Вот это как раз у нас уже и марганец. Какой блок лежит. Чего себе. Да. Ну что, надо двигаться дальше, потому что здесь еще много и много всего интересного. Ух. Просто изумительно. Фух, куда идти дальше, я правда не знаю, потому что посмотрим. Я думаю, что все дороги ведут, если не в Рим, то, по крайней мере, к каким-то постройкам, как минимум. Так, там мы уже были, значит, нам налево. Как я сюда попал? Здесь, наверное. Если не хочется попасть в болото, вон там, видите? И здесь тоже, кстати. Блин, я не здесь шел. Ладно, нормально все. Не повезло. Позавчера был сильный дождь ночью. Из-за этого дороги размыты. Я вчера ехал и не смог попасть в 2 объекта. Именно по причине того, что дороги совершенно были размыты. А у меня 2 рюкзака. И я подумал, ой, нет. Давайте я дождусь сухой погоды, уже окончательного установления сухой погоды, и тогда и поеду. Вот, начинается то, ради чего мы, собственно, сюда приехали. Главный комплекс, я уже вижу его ограду. Так, ну вот тут, видите, тоже было какое-то сооружение, которое ему предшествовало. Такие немаленькие плиты песчаника, неплохо подогнанные друг к другу, то есть все это было когда-то ровненько, лежало здесь.
О, интересный какой объект. Это львы у нас. Львы повергают нагов опять. Слушайте, тут везде повергают нагов. Я заметил. И львы, и птицы. Все повергают нагов. Так что пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Почему в этом комплексе наги изображаются внизу? Это на самом деле загадка. А что? Приезжайте в Анкор, посмотрите, там наг. Это просто главный персонаж. Ой, ступился. Там прям лестница наверх ведет, смотрите. Да, друзья, ну тут и, простите меня, и свалка каменная. Кстати, центральная башня, мы до нее дойдем, она была еще недавно в хорошем состоянии, потом рухнула, как говорят. А, все, я понял, просто я задумался немножко. Смотрите, это мостик. Мостик из каменных плит, это то, к чему мы привыкли. Вот такой же мостик мы видим возле доисторической пирамиды, возле комплекса Бен-Мелея. У меня есть видео на канале, сейчас название не вспомню, вот картинка про доисторическую пирамиду, посмотрите, там тоже такой мостик. Вот внизу круглые колонны, да, круглые колонны Кхмеры. Ну, не Кхмеры, древние строители. Мы не знаем, на самом деле, кто это все строил. Я так все время говорю, Кхмеры, а есть некие сомнения. Так вот, круглые колонны использовали только в качестве поддержек балюстрад, вот таких вот мостиков, но очень редко на виду. Я знаю несколько примеров круглых колонн, где они прям на виду, но это прям исключение. Такие вот блоки лежат каменные, смотрите. Неплохо, да, покрытие? И вот мы пришли к входу. Думаю, надо сразу через эту лестницу перейти и попасть внутрь. Вот загадочные отверстия, которые мы встречаем везде в Камбодже. Не только в Анкоре, просто везде. Выбиты они тоже интересным способом. Смотрите, какая-то как кошачья лапка. Высверлены они, что ли, были. Не выбиты, может быть, высверлены. Да? Не кажется вам, что это может быть следы сверла? А вот ласточкин хвост, элемент соединения, куда заливался металл, либо вставлялась каменная заплатка. Вот еще один ласточкин хвост. Тут, кстати, интересно. Это, наверное, железо. Похоже, может быть, да. Ладно, пойдемте. Ух, начинает потихоньку теплеть. О, нифига себе. Так это еще глубоко вниз-то уходит. Вон там внизу я вижу, это только лишь пьедестал, нижний уровень, да, на котором построены вот эти галереи. Это галерея крытая. Очевидно, она идет вокруг всего комплекса. Крытая галерея тоже очень типично. В Анкоре мы такое видим. И в комплексе Бен-Мелея мы такое видим. Это все очень похоже. То есть все здания, все комплексы разные, абсолютно все. Одинакового нет ни одного. Вернее, двух одинаковых не найдете, вот так вот скажем. Но в стили определенные присутствуют. В разное время разные стили. Я вижу, это очень далеко уходит. Там вон вдалеке еще стена куда-то тянется. Это всего лишь навсего входной павильон, ребят. Это всего лишь навсего входной павильон. Смотрите. А тут как интересно. Вы видите вот эти два блока латерита. Это же явно в позднее время вставили. Причем, я думаю, это не местные реставраторы, а это значительно раньше произошло. Может, те самые Куай, которые обживали этот комплекс с 13 века. Загадочно. Ну что ж, заходим. Ух ты, вот это декорчик.
Вот это сохранность. Да. Сейчас я вам поближе покажу. Вот они вообще не жалели декора. Везде, 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 везде он, да? Но тут уже кривенько, смотрите, как криво. Очевидно, разный декор в разное время наносился. Потому что, если мы видим что-то кривое, ну, я думаю, голову бы отсекли такому мастеру где-нибудь в X веке. А мы видим, тем не менее, массу кривой работы, которая датируется там 12 веком, 13, по какому я иду блоку. Упс, 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 упс. Давайте измерим его. Давайте измерим его. Просто ради интереса, почему бы и нет. Так, ладно. Давайте так. Упс. Упс. Так, ну 300. 300. 3 метра. А здесь он у нас 65 сантиметров. 3 метра на 65 сантиметров. А вот в глубину-то нам не измерить. Ну вот то, что на поверхности, это 33, я думаю, где-то 40, да? Ну, минимум 40. 300 на 65 и на 40. Вот так. Так, что у нас тут? Так, здесь у нас какое-то здание непонятное. Меня вот там заинтересовала история. Смотрите, вон там какие блоки лежат красивые, с замками внутренними. Вот тут я мог бы даже представить себе, что я нахожусь в Бен-Мелее. Напоминает несколько. Хотя в Бен-Мелее другой песчаник использовался. Смотрите, какой пропил. Такой пропильчик. А тут барельеф. Это у нас глаз. Это у нас пасть. Это у нас макара. Чудовище макара. Вот его голова, вот его пасть. И извергает он, может быть, и нага. Макара — это ездовое животное древнего ведийского бога Варуны. И где-то у нас с 9 века макару сменяет наг. Произошла смена. Ух ты, здесь 2 каменных бассейна. А здесь тоже что-то было, смотрите. Ну, во-первых, вот это здание, да, непонятного предназначения. И вот тут, смотрите, сколько обломков песчаника. И мы тоже видим что-то типа фундамента или, ну, уже сложно сказать, да, что это могло быть. Почему песчаник в обломках? Вот это большая загадка, потому что, извините меня, вот лежат рядом большие блоки. Вот они, да, большие блоки песчаника. Здесь у нас все мелкое, все разбитое. Ну, я не знаю, как это могло случиться. Это загадка. Там я вижу что-то из латерита. Мы туда подойдем. Там 3 башни из латерита, друзья. Потрясающе. Мы туда подойдем обязательно сейчас. Ну, вот каменный бассейн. Кстати, редкость. Я такого никогда не видел. Вон там спуск. Кстати. Я такого не видел, кстати. Такого вида. Вот ступени. Так вот вырубленные в блоке. В общем, интересно. Интересно. Ну и тут такой же, да? Впереди опять камни, камни, камни. Ну и вот такой же, да, большой бассейн. 2 бассейна из песчаника. Загадочно. Тоже загадочно. Ладно, пойдемте к 3 башням, подойдем. Вон сколько мусора. Бывают тут люди, видите? Ну, хотя, может, это за 3 года накидали бутылок.
Ну, я так полагаю, что когда здесь праздники, то местные должны сюда приезжать. Потому что сегодня, я не знаю, что у нас сегодня, четверг, наверное. Вот, и поэтому вообще ни одного туриста нет. Ну, пройду я туда или нет, я не знаю. Тут, видите, кругом. Комары над ухом уже жужжат. Ой. Болотистая местность. Ну, действительно, я не понимаю, как песчаник мог вот так расколоться. Посмотрите. Это же все бывшие блоки большие. Что их специально, что ли, кололи? Все очень сложно здесь с эпиграфикой. Никаких надписей, которые могли бы нам помочь идентифицировать вот это все безобразие. 23 квадратных километра, их просто нет. И это, конечно, очень плохо. На других стеллах тоже не упоминается этот Приакан Кампон Свай. То есть это прям такой загадочный город, ребят, я вам скажу. И дальше я не пойду, потому что уже мне все равно, наверное, не подойти к этим 3 башням. Или подойти. Пойду. Чего ж не пойти-то? Так. Здесь. Видите? О. Смотрите, тут вот это надо место как-то преодолеть. Там грязь. Давайте отсюда посмотрим. В принципе, ничего фантастического и загадочного я здесь не вижу. Я вижу, что это было не 3 башни, а 4. И это большая редкость. 1, 2, 3, 4. 5 видел, 6 видел, 3 видел, 4 не видел. Странно. Ладно. Может, их было 5. Так, куда идти? Господи. Куда ж я забрался-то? Так, ну вот я уже подошел ближе. Скоро мы подойдем, очевидно, к центральной башне. А тут просто меня привлек этот очередной бассейн. То есть тут еще 2 бассейна. Да, мы только что видели. Вот там 2 бассейна, сзади они остались. Вот. И здесь мы видим тоже бассейн. И в нем стоят 2 колонны. Причем это, судя по всему, приличные колонны. Ну, 3 метра, наверное, как минимум они высотой. Но мы видим, что торчит только 1,5 метра. Представьте себе, сколько тут земли. И еще вопрос. А зачем здесь эти 2 колонны? И с той стороны, кстати, они тоже есть. Давайте подойдем и посмотрим. Одна. Ну, была, наверное, и 2. От нее мало что осталось. Вернее, она, возможно, валяется там, засыпанная землей, скорее всего. Так, а дальше нам надо будет, наверное, как-то сбоку обходить. Я не знаю, с какого. Давайте вот справа обойдем. Солнышко ушло, хорошо стало. Прохладно. Так непривычно для Камбоджи. Я привык обычно в 40 градусов снимать. Сейчас прям кайфую. Если бы не рюкзак на плечах, мне было бы совсем шикарно. О, какой пол каменный, посмотрите. Какой каменный пол. Как раньше были хорошо уложены эти плиты. Ну вот фальшивая дверь. Давайте посмотрим на качество работы. 1, 2, 3. О, это 5 Будд. Это, ребята, буддизм Ваджраяны. Сейчас я вам расскажу. Сначала посмотрю на эту дверь. На этот декор.
Ну, он такой, да, то, что в других странах будут называть фантастическим, чем будут восхищаться, для Камбоджи это, грубо говоря, третий сортный брак. Вот. Они эти 5 Будд. Это буддизм Ваджраяны. Буддизм Ваджраяны – это такой мистический стиль буддизма. Ну, откройте Википедию, почитайте, да. И вот эти 5 Будд – это как раз и признак того, что здесь жили люди, которые занимались вот этим вот тантрическим буддизмом. Ну, оттуда же родилась и Калачакра. Ну, Калачакра – это у нас 10-11 век. Ну да, в принципе, подходит. То есть, возможно, что здесь занимались практиками Калачакры. То есть, тут у нас 5 Будд. Это Вайрочана, Ратнасабхава, Амокхасидхи, Амитабха и Акшоя. Вот такие у них имена. Они еще разным цветом изображаются. Ну, там, скажем, Вайрочана, он белый, Ратнасабхава, он желтый и так далее. То есть, возможно, они были раньше в том числе и раскрашены. Так, ну ладно, давайте попробуем посмотреть, что тут есть еще. Я думаю, тут много чего есть. Там, кстати, я вижу еще то ли здание, то ли галерею вдалеке. Надо будет туда тоже как-то... Нет, ну я не проберусь, нет. Тут везде болото, надо приезжать реально где-то в феврале. И тут у нас тоже... Ох, интересно, кстати, следы. Давайте подойдем. Да, похоже, следы сверла, что ли, я не знаю. Ну да, это следы сверления, ребят. Для какой цели они это делали, я не знаю. Может, не сверление, но мне кажется, что сверление. Башни гигантские какие. Фу. Устал я за вчерашний день, очень тяжелый был день. Целый день добирался я до отеля. Несколько храмов посетил, если не смотрели, то посмотрите предыдущее видео. Вот опять 5 Будд, точно, да. Калачакра. А кхмерские короли, они, как известно, были поклонниками буддизма махаянистского толка, с тибетского буддизма мистического. В отличие от того буддизма, который сейчас здесь, да, сейчас Теравада. Но вы знаете, что Теравада и в то время тоже была. Есть много признаков этого. И предполагает, что обычное население, простое население, они вот как раз были адептами буддизма Теравады. А короли, они уже занимались всякой мистикой, всякой тантрой. Ее не увидел, вот она. Интересная. Мы такое никогда не видели, кстати, смотрите. Вот это йони прям отличается от всего. Значит, йони это у нас, грубо говоря, женский половой орган, да? А здесь у нас, по идее, должен находиться лингам. Но мы здесь видим, смотрите, как будто бы что-то недоделанное. И тоже опять эти полоски везде. Но в этом недоделанном проделаны какие-то пазы. 3 штуки, но очень неровно. То есть это, скорее всего, недоделанная, наверное, йони, которую потом приспособили уже под свои нужды. Смотрите, как она украшена. Какая фигурная йони. Ну, обработка менее чем средняя, более чем средняя. Тут еще одна йони валяется. Так, куда мне наступить? И там йони валяется. Слушайте, это кладбище йони. Где я сейчас нахожусь, судя по всему. Кладбище йони. Тут тоже странные пазы. Ну, вот опять элемент крепления блоков между собой. Так. Ну, а это у нас что было? Что-то недоделанное, такое ощущение. Как будто бы, да, как заготовка для йони. Может быть. Ну, конечно, сплошной недострой везде. Куда мы не сунемся, и признаки того, что это обживали все позже. Но обживали мы уже знаем, да, народ Куай.
Так. Здесь вон, плиты из земли торчат, каменные, тонкие, с какое-то покрытие пола, очевидно. Это у нас получается центральный комплекс. Нам бы надо внутрь попасть, да? Я вот ищу, где это можно сделать безболезненно. Вот, посмотрите, а там уже выход. Там уже выход. Это мощная какая конструкция. Мы туда обязательно пройдем. Даже не сомневайтесь. И маленький-маленький наг. Вот это настоящий уже наг, видите, без всяких город. Вот. Впервые встретил в этом комплексе обычного нага. Ну, тут вода стоит, значит, и раньше она там стояла, скорее всего. Ух ты. Ну что, полезем? Или как? Или умный в гору не пойдет? А вот барельеф, кстати, на очень мощном большом блоке. Здесь, кстати, находилось какое-то божество явно. Видите, для него. Здесь два паза. То есть, возможно, это было золото или бронза. Естественно. А блок приличный, еще и с замком. Вот. Чтобы сверху на него лег другой блок, да, с зеркальным замком. И вот они оба без каких-либо зазоров друг на друге лежали. Потрясающе. Там опять эти 5 буд. Да, друзья, блоки-то старые. Это они их чистили, что ли? Блоки действительно старые, вот эти, которые выглядят как новые. А там дерево упало, смотрите. Там дальше тоже какие-то развалины. Слушайте, тут можно, наверное, несколько суток провести. А вон, смотрите, дерево как интересно. Как мангровое дерево, как будто под ним тоже что-то есть. Давайте заглянем. Никто же не выскочит на нас. Ой, ползает. Я не буду проверять, ящерица это или змея. Змей очень много в храмах. Они любят такие каменные сооружения, потому что можно прятаться от жары. Ох, здесь очень атмосферно. Там наверху гигантский кала. Ого, не видел никогда такого барельефа. Дайте подойду поближе. Если получится. Да, очень сильно отличается здесь декор, барельефы от того, что мы привыкли видеть в Анкоре. Такое ощущение, что это две разные были страны, что ли. Ну, мы действительно не знаем, как выглядело то, что мы называем Кхмерской империей. Никаких особых свидетельств у нас нет. Вот, посмотрите на эту рожу гигантскую. Не видел никогда я такой рожи. Класс. А здесь у нас опять Будды. Вот сидят. Что-то кто-то их уже здесь уничтожил, видите? Какие-то негодяи. Ух ты, ну и блок. А вот это, конечно, я хочу измерить. Так, давайте попробуем вот этот блок измерить. Ой. Так. Где ж ты закончишься-то? А, ну 3 метра. 3 метра в длину. Алло. Мне теперь
Моя рулетка уже не выдерживает. Так, а в высоту сколько? 43 сантиметра. Ну, не так много на самом деле, как я подумал. В ширину... в ширину, кстати, в ширину 106. 43 на 106 на 300. Вот такой вот блок. Наверное, не самый большой здесь. Сложно искать вообще блоки, когда здесь такой вот завал. Ну, вообще кругом такие гигантские блоки. Вот этот тоже огромный. Да. А там, кстати, видите, ниша. А в нише была вырублена, скорее всего, богиня. Или не была вырублена. То есть, либо была вырублена и уничтожена, либо просто сделали нишу, и там опять стояла какая-нибудь статуя из металла ценного. О, сколько здесь всего украли, господи. Так вот, 23 квадратных километра, я вам говорил, вы знаете, это площадь больше, чем площадь Васильевского острова. Ну или скажем, ну вот кто из Питера, тот сразу поймет, да? Или, допустим, возьмем Петроградский район, у него 19,5 квадратных километров. Этот город 23. Вот так. Ну все, я подобрался к центральному сооружению. Вот тут я вообще не хочу спускаться. Потому что здесь есть проход. Давайте заглянем. Ух, как тут прохладно. Ну да, коллапс случился когда-то. Ну все ровненько, конечно, да, гладенько подогнано. О, да не видите, стыки, прям такая ровная идет линия. Жух, и все. Это, конечно, самое интересное. Все вот эти стыки. То, чего нам никак не понять. Здесь очень много отверстий, смотрите. Непонятно для какой цели. Причем они интересно выбиты. Видите, в стыке выбиты в середине блока. В стыке в середине блока. То есть вы понимаете, да, что ни для какой переноски эти отверстия не использовались. Очередное доказательство. То есть эти отверстия появились позже. Уже после того, как все было построено. Ровно как и вот эти отверстия. Для какой-то цели. Но больше всего смущают отверстия в барельефах. Когда, извините, прям в барельефе пробито отверстие, но это уж совсем как-то странно. Ну и вот эти обломки, ну как? Как? Тоже на это обращают внимание, кстати, исследователи. Не то, чтобы вот я единственный такой, который говорит, вот, посмотрите, тут обломки. Нет, об этом пишут. И пишут, что действительно непонятно. Да, свалка мегалитов. Ребята. Тут все завалено. Здесь тоже интересно, смотрите. Вот была дырка проделана. Здесь еще вот такой вот какой-то то ли паз, то ли не паз, непонятно. С этой стороны то же самое, кстати. Видите? Тоже непонятно. Да, друзья. Я там был? Такое ощущение, что нет. Давайте пройдем. Ну, видите, здесь можно бродить в полном одиночестве. И бродить, в общем-то, где угодно. Где хочешь, там и ходи. Да, здесь доски выложили. Я вот здесь еще не был. Ух ты, тут прям алтарь целый. Видите, у меня за спиной. Да. Наверху, конечно. Блоки мощные наверху. Туда вниз я не буду спускаться. Балясины очень большие. Там толстые такие.
В храме Бен-Милея мы как раз встречаем тоже подобные балясины. Ну, строилось это все, конечно, не одномоментно. Это уже и нельзя подвергать сомнению. Да, то есть это строиться могло на протяжении столетий, поэтому и балясины разные встречаются. Хочу барельеф показать. А вот качественный, хороший барельеф. Пожалуйста, видите? Какая красота. О, лев. Лев. Вон тут все выработано, смотрите, вон там отверстие проделано, да? Там внутри все проработано. Ну, что называется, попробуй повтори. Я все жду, когда наш любимый, в кавычках, паблик по борьбе с лженаукой обратит свой взор на Камбоджу и расскажет нам, как все это было на самом деле просто и без особых усилий. Нет, усилия-то они не отрицают, но они говорят, что в принципе человек может сделать все. Вот я хочу услышать их версии. Тут какие-то клейма незамысловатые. Да, кто-то на кого-то нападает. Тут, смотрите, вода. Потоп. Человек убегает от потопа. Здесь тоже кто-то сражается. Ну, подобные клейма мы видим опять же в Анкоре, на храмах, датируемых XII веком. Так, мне надо отсюда выбраться теперь, чтобы пройти дальше. Вау! Вот и выбрался. Что у нас тут? Ну, нашли, поставили. Ок. Так. Тут я вижу прям тоже гигантские блоки лежат, да? Да. А тут прям хорошие. Прям хорошие. Я тоже хочу их измерить. Давайте попробуем. Давайте попробуем измерить. Потому что снизу мне они показались довольно большими, но не факт. Вон тот хочу. Самый верхний. Так, чтобы хотя бы иметь приблизительное понятие. Так, это где-то здесь. 160. На 120. 160 на 120. И здесь еще у нас 45. 160, 120, 45. Ну, 1 кубометр песчаника, вот этого точно весит где-то 2,7 тонны. Это очень хороший, плотный песчаник, очень тяжелый и очень твердый. Это не известняк, это гораздо хуже. Не очень хочется здесь спускаться, а вот проще. Подняться-то всегда проще, чем спуститься, да? Дальше пойдем. То есть вот с этой стороны блоки посерьезнее. Тут все такие лежат. Вон там наверху я вижу тоже мощный блок. Ну вот этот внизу, кстати, побольше, чем тот, который я измерял. Ну, в целом вы понимаете, да, вес этих блоков. И я хочу еще сказать, да, в каменоломне, где находится самый лучший песчаник для строительства, они отсюда довольно далеко. Несколько десятков километров.
Точно так же, как они далеко и от Анкора. И вот эти несколько десятков километров, они каким-то образом эти гигантские блоки перевозили. Может, какие-то пазы. Мы не знаем как. Говорят, отправляли по воде. Ну, сложно сказать. Сложно сказать. Тут надо реально проводить эксперимент. Брать самый тяжелый блок, не как обычно, да? Не как это делал антропогенез, пытаясь в Египте перевести. Сколько они там положили? 2 тонны, что ли? И еле-еле как-то по ровной дороге все это тащили. Нет, вот нормально, проведите эксперимент. Я, конечно, большой противник экспериментальной археологии. По многим причинам считаю, что это мракобесие, но тем не менее. Прям Йони вообще классно. Так, друзья, а там я еще что-то увидел. Давайте-ка подойдем. Очень похоже на то, что мы видели вот на той стороне только что. Это тоже вот такой же пьедестал в виде ионии. Вон там хоботок, видите, вон носик. И тоже неубранная центральная часть безобразного вида с 3 отверстиями. И по краям еще вот такие квадратные пазы. Видите, и стою я на заготовке для ионии. Вот так она выглядит, посмотрите. Вот так, очевидно, она выглядела изначально, а потом уже доводилась до ума. Вот тут, кстати, уже довели до ума внизу-то, видите? Ага. Только с носиком не поработали, видать. Интересно. Интересно. Да. Этот город открывает нам очень много тайн. Пожалуй, имеет смысл, конечно, сюда приехать дня на 3. Ну, конечно, доставляет вот эта вот езда. Уж очень далеко он находится от любой цивилизации. Несмотря на свои масштабы. Так, подождите. Да, все правильно, все правильно. Я сейчас хочу отправиться вон туда, куда хотел, в общем-то, до этого. Там, где, по идее, должен быть выход из этого центрального пространства. Вон там у нас эти иони лежат в огромном количестве. Я, кстати, за временем не слежу, но у меня времени достаточно, потому что я планирую отсюда выезжать, часа в 4. Если отсниму раньше, поеду раньше, не буду себя мучить, потому что я уже за вчерашний день устал. Сегодня очень тяжело говорить. Я думаю, если вы посмотрите предыдущий ролик, вы увидите, что там я чувствую себя гораздо бодрее. Так, вот она, тропиночка, и мы по ней. С этим нагом мы уже знакомы, да? Сейчас мы выйдем за пределы этого города, и я посмотрю, что там есть дальше. У меня есть карта в телефоне этого пространства. Тут, кстати, на удивление ловит мобильная связь. Вот это я просто удивился, приятно удивился и обрадовался, потому что даже в Анкоре перебои с мобильной связью, а тут я вообще в какой-то заднице мира, простите за выражение, нахожусь. Не 100%, но 50 где-то. Ну и чего? Как вы мне посоветуете быть? А? Что, хотите, чтобы я вот туда, что ли, полз? Ну, давайте. Что ж делать?